Всем привет, за микрофоном Наемник. В этом видео мы поговорим об одном из самых долгожданном и популярном проекте Minidays Rebirth. Для тех, кто не знает, Minidays Rebirth это очень часто обговариваемый проект, который отличается от других модов тем, что он создается из нуля на Unity. Таким образом мы можем понять, что данный проект уже не является каким-либо модом, а целым отдельным проектом, который продолжает историю вселенной игры Minidays. Итак, начнем с того, что же именно будет в этом проекте и чем же он крут. В прошлом видео я упоминал такого человека, как Егор. Он и есть как раз таки тем самым разработчиком этого проекта. После небольшого времени я связался с ним, чтобы поделиться с вами более подробной информацией об этом. Итак, проект будет поделен на 3 части, которые по-своему будут уникальны. Первая часть. Думаю, для многих не секрет, но в игре будет добавлен онлайн режим. И нет, не тот, который мы могли наблюдать во второй части игры. Он будет полноценно выглядеть так, как это планировалось при жизни первой части. Большой открытый мир, множество мест, которые вы и другие выжившие можете посетить и прочувствовать все те самые ощущения, которые были в одиночном режиме. Если точнее, то в онлайн режиме будет уже заранее подготовленная карта, в которой вы сможете выживать вместе со своим напарником, а также бороться за выживание с другими противниками. Пока неизвестно, насколько будет большая карта, какие места там будут и как она будет выглядеть. По сути, будет полноценный большой Days, но только на мобильное устройство. Думаю, что этого как раз таки не хватало тем самым ветеранам, которые ожидали все это, но только во второй части игры. Переходим ко второй части игры, сюжетный режим. Согласитесь, несмотря на динамичность игры, все же было бы интересно узнать, что же происходит во вселенной и откуда все началось. Да, конечно, можно сказать, что вирус откуда-то появился, и мы начали как не плавать, то летать по островам в поисках безопасного местечка с выжившими, но разработчика это не устроило. В этом проекте сюжетный режим нам расскажет более подробно об ситуации вселенной и расскажет, с чего все началось и к чему привело главного героя. В этом режиме не будет островов, как это было в оригинале, а будут полноценные локации, которые мы будем проходить. Изначально у нашего персонажа будет основное задание, к которому мы будем продвигаться по ходу всего сюжета. По мере прохождения нам придется не только бороться с нечистью и искать припасы, но и выполнять различные просьбы и задания от других выживших. В свою очередь, они не только нам помогут с припасами, но и также помогут там продвинуться дальше вглубь. Пока что неизвестно, какие именно будут задания и что же они будут нам предлагать, но уж поверьте, задания будут намного разнообразнее, нежели это было в оригинале. Думаю, некоторым игрокам это напомнило тот самый всеми известный Stalker или же мобильную игру DR, ну уж очень похоже. Пока что неизвестно, какой будет сюжет и какие локации мы сможем увидеть, но согласитесь, звучит ну уж очень круто. Если у вас есть какие-либо идеи или же предложения по этому поводу, то тогда пишите это в комментариях. Возможно, что-то из этого будет в сюжете. И последняя, третья часть. Это выживание. Ну куда же без этого? Думаю, игра бы не была бы игрой, если бы не было старого доброго выживания. Выживать мы будем пока неизвестно как и где. Будут ли это рандомные локации, либо же уже готовые места, либо вовсе, как это было изначально, будем бегать по всяким островам. Но не стоит к этому так легко относиться, так как все же в режиме будут присутствовать авторские плюшки и идеи, которые без всякого сомнения разбавят старое доброе выживание. Также сейчас и в дальнейшем вы можете наблюдать изменения игры, так как разработчик лично иногда выкладывает некоторые свои работы у себя на YouTube канале. Но думаю, теперь кто не знал об этом проекте и что в нем такого, теперь уже знают. Теперь вопрос, когда можно будет опробовать сам проект? Сразу скажу, скоро. Как скоро, не скажу, но все же это не так долго, как это было со второй части игры. Само собой, сам проект будет выпущен в демо-версии, где будет, насколько известно, лишь один режим. Это сделано для того, чтобы было легче исправить возможные баги, и мы могли пронаблюдать, как это все будет выглядеть и что же ждать в дальнейшем. И постепенно будут выходить все более насыщеннее и насыщеннее обновления по этому проекту. Все же разработчик не станет делать такие же самые ошибки, как это было с одной из оригинальных частей. И думаю, вы также согласны с этим. Ну что ж, хочу напомнить, что все нужные ссылочки в описании, на канал разработчика, на его Discord канал и прочее. Буду рад прочитать ваше мнение в комментариях. Ну а за микрофоном был я, Наемник. Не забывайте оценивать видео и до скорого!